Мы сейчас на дне по сравнению с тем, как было раньше. Я думаю, мы все еще уверены в себе и в наших способностях. И мне кажется, никто не сомневается в своем скилле. И я не вижу, чтобы кто-то считал, что он недостаточно хорош. С индивидуальным скиллом у нас явно проблем нет. Когда ты играешь в доту на высоком уровне, то нет такого, что один сильный игрок может выиграть игру, как было раньше. Теперь вам также нужно играть очень хорошо как команда и быть всегда на одной волне. И когда этого не происходит, вы проигрываете. Наши гладиаторы показали не очень хорошие результаты в последнее время. Заканчивая турниры все дальше и дальше от первого места. Мы не смогли заполучить Аегис и не победили в последующих битвах. Что теперь будут делать гладиаторы? Бирмингем. После 5 долгих лет ESL One снова здесь. 12 лучших команд мира. Они готовы показать вам, на что они способны. Всем привет, я Антон Шкредов, также известен как Дурачье. Играю на первой позиции в Gaming Gladiators. Привет, я Квин, и я играю на миде. Меня зовут Маркус, никнейм Эйс, и я играю на оффлейне. Меня зовут Эрик Ангел, также известен как Тофу. Мое имя Мельхиор, никнейм Селлери. Меня зовут Аски, или Сивай, как меня еще называют. И я тренер Gaming Gladiators. Это первый LAN-турнир 2024 года. И это означает большое давление для команд, которые хотят показать себя здесь. Потому что кто знает, сколько ланов они смогут посетить. Я живу и дышу игрой в доту. Я думаю об игре постоянно. Она мне даже иногда снится. Это реально классная игра, поэтому, возможно, я и остался в ней. Мне нравится становиться лучше, и я люблю побеждать. Вначале это было просто моим хобби, но мне это правда нравится. Теперь это также моя работа. Я встретил много людей, играя в эту игру. Ездить на турниры — это реально здорово и круто. Итак, давайте смотреть, что нас ждет в первой игре. Первая серия дня для обеих команд. Первая игра турнира. Они определенно хотят начать хорошо. Sitting around in the bot lane. Luna's TPing in. They want to make something happen on Dyrachyo here. Is Whitemon gonna lead, or they're just gonna go with the brew? Dyrachyo cannot die again. He can't. Oh, the silence! He's trying to get out of there. Whitemon's still chasing. Doesn't get him caught in the dodge. Hookshot, it's not connecting. They're throwing everything onto him. All 5 heroes onto Dyrachyo. They do finally bring him down for the kill. Первая игра в пользу Тундра. Они забирают трон. Это просто какой-то разгром. И мы занимали 5-6 место на 3 турнирах подряд. Это как бы не совсем то, чего мы хотим. Мы, очевидно, хотим быть на вершине. В миде все хорошо. Они решили пойти на топ, когда мы ушли снизу. Хорошо, они в топе, но что мы-то делаем? Мы ничего, все просто ушли фармить. Я хотел запушить эту вышку, но я не мог этого сделать один. И это было бы правильно, потому что Морф умер после ТП. И если бы ты пошел со мной, если бы ты сыграл со мной, а не пошел в мид, может быть, мы смогли бы защитить топ, если бы пошли через портал вместе. Возможно, мы бы смогли их убить там. А может быть и нет. Но мы же не можем просто пробежать через всю карту, верно? Мы уже много раз об этом говорили, что это полная ерунда. Просто играйте через портал. Трудно сказать. Лично я хочу побеждать, так как мы не выигрывали ничего с сентября. И, как я сказал, все мы хотим побеждать и постараемся сделать все возможное. Stars align for you and say it's just Thompson? for Tundra. Hobson? The hell? All right, well, doesn't matter. Just runs in, Shadow Blades, trying to pick up items. They hit the Drow now. Drow is going to be brought very low. RP, but immediately lifted. Stolen RP. Oh, it feels bad. RP now back onto Dire. This game is over. Tundra are going to take it 2-0 as they just completely delete, dismantle, and destroy Gaming Gladiators. Gonna give them the Rampage. What a freaking stomp, man. They looked good.
Высокий уровень конкуренции. Они считают себя лучшими. Если они не могут побеждать, они начинают обвинять других людей. Все так делают. И в пабе тоже. Если нужно убить пачку в миде, то кто-то другой это тоже может сделать. Я должен быть единственным фармером в команде. Только я. Я могу их убить. Ребят, вы должны думать об игре. Если вы этого не делаете, вам же хуже. Не нужно так часто об этом говорить. У меня подгорело. В какой-то момент наша обычная игра просто перестала работать. И нужно было время, чтобы понять, что происходит. Почему это больше не работает? Ведь раньше все было нормально. Нужно довольно много времени, чтобы выбраться из этого. Сменить свой игровой стиль и прочее. Да, это правда. Иногда я могу забрать пачку. Могу также и фарм забрать. Итак, первая игра для Gaming Gladiators против Team Spirit. Если вы только что присоединились к нам, добро пожаловать! They have double Wind Wakers as well, which is a little bit spooky. They're looking for the mid lane. They know someone's here. Collapse. Is he gonna get the arena? He does! Traps 4. Big Wukong's man actually holds it for the moment, but then Laurel just walks on in and rips through the side of Gaming Gladiators. That's gonna be Call it. dead. Это ГГ. Потребовалась всего одна драка. Ребят, что вообще происходит? Я уже и сам не понимаю. Мне кажется, Тини сломан, и мы всегда выигрываем. Я не знаю, это просто не работает. Да нет, это не твоя вина. Определенно, эта игра немножко нечестная. Нам надо относиться к игре спокойнее. А то мы как-то зациклились об этом после поражений. А теперь, не знаю, я просто не понимаю. Да, это вводит в замешательство. Мне кажется, мы сейчас проигрываем, потому что все уже изучили нас. Они знают нас лучше, чем год назад. Но сложно сказать. Мне не кажется, что это как-то сильно влияет на нас. Может быть, другие команды постоянно анализируют нас? Скорее всего, нет. Sanj, BKB, the jump in from Mira, they get the toss back. Quinn's in the wrong neighborhood. That's gonna be the full duration Fiend's grip. It is gonna be the Aegis, as they will try and bring down the Tiny on the front side, and it looks like they got him. They need help. Tofu gets the Blink Lasso. Save McQuinn with a Wind Waker. Is he gonna get him out in time? He's chasing the Ravage from Ace. Catches him all a big freezing field from Celery as well. There it is. The Creeps got it. Gaming Gladiators get their first win of the day. Very necessary. Я слышал, что Антона это очень раздражало. Мне просто кажется, игра нереально сложная, и я просто не понимаю, почему. На линиях все нормально, но потом мы почему-то просто проигрываем. В третьей игре что-то не пошло, потому что мы гангали Верку. Убили ее дважды. Она все еще была на первом месте по нетворсу. Эта игра явно не пошла. Мы давно не выигрывали турниры, все очень жаждут победы, и мы постараемся сделать все, что в наших силах. Наша команда выглядит довольно сильной, но здесь есть и другие хорошие команды. Прошло очень много времени, так что все очень рады увидеть друг друга, пообщаться, потусить. Да нормально мы сыграли на линиях, там все было хорошо. Он сразу начал с 1000 дополнительного золота, так что сорян. Я всегда стараюсь сделать так, чтобы все были в хорошем настроении, и чтобы мнение каждого было услышано. Все могут говорить все, что хотят. Мы можем немножко посмеяться над этим. Это больше похоже на мем. Но главное, чтобы услышали все. Моя роль в игре — это разваливать. Я думаю, что это должен делать каждый. И еще я говорю и делаю все, что могу. Для того, чтобы можно было выигрывать в эту игру. Вне игры я довольно спокойный, я думаю. Дружелюбный. А вот в игре... Я стараюсь быть дружелюбным, но иногда могу немного разозлиться. И тогда Антон такой: «Братан, ты чего?» Антон меня всегда успокаивает, и тогда я снова становлюсь дружелюбным.
Мы не виделись очень давно. Прошло много времени, поэтому все очень рады видеть друг друга, пообщаться там, потусить. Но иногда бывает, что мы вместе проводим очень много времени, а потом возвращаемся домой. Не сильно долго, примерно на неделю. А потом вы снова видитесь друг с другом, и начинаются какие-то ссоры. Ну, как, например, бывает между братьями или сестрами. Вы так часто бываете вместе, что просто начинаете спорить или ссориться. И мы все это понимаем. Пока вы осознаете, что происходит, то все в порядке. Попробуй еще раз. Ладно, хорошо. Я думаю, что прикольнее всего, когда мы собираемся вместе. Мы не так часто виделись в этом году. Я знаю, что сейчас проходит не так много турниров, или скорее даже многие из них проходят просто онлайн. И мы тогда обычно не делаем буткемп. Но мы почти каждый день общаемся, играем или что-то делаем. Не знаю, когда мы собираемся вместе, то как-то проще и веселее общаться, что ли. Да и вне игр мы более спокойны. Мы можем вместе поесть, просто погулять или обсудить какие-то идеи. Братан, я тебе не пачка крипов. Хватит меня блочить. И мы готовы! Готовы к игре на основном стриме. Gaming Gladiators против OG. Рассказываем вам о том, что происходит. Гладиаторы, которых мы будем освещать прямо сейчас, идут со счетом 1-3. А вот Spirit только что сыграли в ничью, и у них 2-2. Если брать OG и Гладиаторов, то у OG 3-1 в группе СНДРН. А вот у Гладиаторов наоборот. 1-3. Что нас ждет? Tamano's a very good player. He's very attractive as well. That's probably more important for pro players these days is Seb. Caught off guard. He's going to go down. It'll be the trade for Tofu. Shortest lasso in history. Yeah, the lasso doesn't last too long there as Ace pops the Bloodstone. Whisper. Primal split. Splitter though coming in from Quinn. Chop number 1 from Ace into a call. And Seb with a rare failed voice line. He thought they had the axe. EZM and Tomato, the last remaining members of OG, the Chronosphere onto 3 heroes into 0 damage. Pretty much been the story of the game as GG is called. So Gameit with a much needed win, should getting off to a very bad start, uncharacteristic for them, 1-3. So now 2-3. Они потеряли все свои ХП. А еще они потеряли примерно 1,5 пачки. Так что бэт сработал. Все было рассчитано. Последний импетус был рассчитан, да. Бро, он бы выжил. Да мне просто нужно заблокировать этот кемп и все. И они тогда просто не смогут больше стоять на линии. Легче решать проблемы и общаться с людьми. И самое главное, не надо ходить вокруг да около. И можно и нужно говорить прямо, когда вы общаетесь. Намного легче. Вот человек. Я собираюсь с ним поговорить. Общение вживую намного лучше для рабочей атмосферы. Йоу-йоу-йоу, как дела, народ? Добро пожаловать на вторую игру между Gaming Gladiators и OG. Of any kind is a bit of an annoyance. Celery is kind of that for him. As Shockwave will connect, Doraccio, he's going to be found. Gets them off in style. It's going to cost them the life. That was a disgusting combo. Tomato gonna farm the sniper and get the rampage in the fountain. Oh my goodness, it's really. И это, похоже, все. OG забирает вторую карту. У нас не получается. Да, не повезло. Еще потому, что мы решили законнектиться. Думаю, можно было зайти за вышку и поставить там. И все было бы нормально. Потому что, когда мы рядом с вражеской вышкой, то это хреново. Потому что они просто выбегут на нас. Это очень плохое решение. Я не знаю, замотивируют ли постоянные поражения. Проигрывать реально отстойно, и я думаю, что это никто не любит. И каждый отдельный проигрыш, будь то игра, или серия, или турнир, или что бы то ни было, в равной степени говорит о том, что нам нужно перестать лажать. И я не думаю, что продолжительность поражения имеет к этому такое уж большое отношение. Проигрывать хреново. Да играем мы хреново в последнее время, и хотелось бы уже перестать это делать. Я покажу своего Тини. Кому покажешь-то?
Тини поможет нам камбэкнуть. А есть еще какие-то варианты? Что-то странное творится с этими мили-героями. Мы проигрываем все игры с ними. Да, мне тоже кажется, что мы всегда побеждаем без милишников. Я знаю, что это звучит странно, но нам нужно всегда играть с милишниками. Нам нужно играть всеми. Бро, мы выиграли все КВ с мили. Мы выиграли все игры. И вчера просто посмотри на эти драфты, чувак. Но это не работает. Обычно я не вижу себя со стороны, но в игре я стараюсь много креативить. Придумывать что-то новое или новые идеи. Я стараюсь помогать с этим. Ну, или оно как-то происходит само собой. Ты просто вынудил меня играть на таске, вот и все. Я просто предложил, чувак. Ты тащил на Рубике. Ты реально хотел взять таска, да? На экране драфта я имею в виду. Чего? Ну, вообще, мы могли сыграть Рубик и Манки Кинг снизу. Поставить снайпера в мид. Ну, или взять что-нибудь еще. Последний пик, верно? Я не уверен, почему я должен играть на Рубике. Ну, типа да, Рубик хорош против Магнуса, но нам действительно нужен этот герой. Ну, вообще не помешал бы, да. Пришло время для... Наверное, это хорошо для нас. Это тоже неплохо. Extreme Gaming против Gaming Gladiators. И я должен сказать, Синдерен, исходя из наших первоначальных прогнозов о том, как пройдет этот турнир, то многие не угадали. У Гладиаторов 2-4. У Extreme 1-5. Да, сейчас эти команды могут не выйти из группы. С ума сойти? Crazy. Really waiting to the last moment to call GG lately. Gaming has had 2 back-to-back games now where they got absolutely obliterated. Yeah. It's time to rebuild morale somehow because this is looking to be a bit of a downward spiral. They won the first game against OG, but the second one they got completely crushed. And this one was no better. GG, 35 minutes and 53 seconds will do И it. помните, что в групповом этапе две последние команды выбывают из турнира. Мне кажется, что мы многому научились. Но также есть и то, что приходится учить заново. Так что, по-моему, это обычное дело. Когда год назад какой-то герой был очень сильным или имбой, а потом его занерфили, он пропал, и в какой-то момент этот герой снова всплывает. И вы должны вспоминать, как его контрить, почему люди перестали пикать его, ну и все такое. Это касается и командной игры. Я не знаю, есть вещи, которые нужно просто запомнить, выучить заново. И еще потому, что мы так долго играли вместе, есть некая естественная синергия в том, как мы ладим друг с другом. Очевидно, что есть и позитивные стороны. Но когда вы дружите с кем-то так долго, вы воспринимаете некоторые вещи как должное. О, нет, конечно, мы делаем это не так. Или с друзьями нам даже не нужно об этом говорить. Но тогда вы можете снова забыть какие-то моменты. Пет. Тофу, прыгай! Эйс, давай, давай, давай! Ладно, Тофу, прыгай! Сейчас, пошел! Это одна из самых важных игр. Турнира для обеих команд. Пожалуй, самая важная игра. И они решили подойти к ней с креативом. Посмотрим, успеем ли мы обсудить до ФБ. Потому что пик Гладиаторов выглядит очень агрессивно. Wow. Blast off. Holy moly. It's gonna get real awkward. Yeah, who can get to the bot lane the fastest? Are they just gonna fight here? Tofu getting really low. Centaur card on him, very important. Nobody's even going on at that point. And Gyrocopter deleted! Dyrachyo is dead, out of position. And now Extreme with a huge advantage, 5 versus 4. And it looks like Gaimin gonna try to retreat, but they lose the Centaur. That's a dieback on AC as well. Okay, Quinn? Yeah, he's dead. Oh my god.
That's just it. It's just over. That is it. Мы отлично их читали. Большую часть игры они лидировали на 3-4 тысячи. Они не смогли оторваться. Ой, да ладно, они просто не могут. Да, они все время бегают как клоуны. Мы действительно могли выиграть эту игру. Но у них был неплохой вард, рядом с треугольником, где они видели наш смог. И она как бы режет всех героев. Это довольно грустно, потому что нам нужно быть под тизером, иначе он просто ломается. Может быть, тогда Вингу? Я думаю, это нормально. У нас полный фрифарм. Я умер немного глупо. Да, мы фрифармили. Я задинаю кучу крипов. Это вроде нормально, если они получают 60%, а это 40%. Но если мы сможем время от времени делать килл, то в конце концов мы к этому придем. Эта серия будет интересной. Gaming Gladiators должны побеждать со счетом 2-0, если они хотят иметь хоть какие-то шансы остаться на этом турнире. А вот что касается героек, то они занимают верхнюю строчку. Им достаточно одной победы, чтобы не играть в переигровки. Им будет гарантировано место в плей-офф. Так, что тут у нас? Все, моя работа окончена. Заткнись. Дело сделано, начальник. Я в предвкушении. Матч начинается. Первая игра. Героик против Gaming Gladiators. И мы залетаем в игру. Посмотрим, смогут ли гладиаторы сохранить свою турнирную позицию. Им нужно молиться, чтобы другие серии развивались определенным образом. Но для них, по крайней мере, все еще есть возможность переигровок. Если, конечно, они выиграют 2-0. Героик с одной победой гарантирует себе выход в плей-офф. Так что это очень важная игра для обеих команд. See them make another play here on to Divine Llama. The Orchid is out from Durancio. Telekinesis here from Schofield to make a little bit of space. They're trying to do what they can, but Ace is an unkillable machine right now. Эйс очень хорош. Прежде всего, сам по себе. А еще он похож на Тофу тем, что он очень креативный. Он не просто смотрит реплеи других. Или просто берет их билды бездумно. Он всегда продумывает все детали, что касается его героев, билдов и прочего. Когда можно их взять? Как они вписываются в драфт? Что он хочет делать? Какая задача у этого героя? Ну и прочее. It's Divine Llama and K1 versus the rest of Gaming Gladiators. He's going to buy back on the Centaur, but you've lost so much already. That's going to be mega creeps. And Gaming Gladiators likely just finishing off game number 1 here. Again, a must-win game for them. Отлично. Нам нужно победить и выиграть еще 2 монетки. Братан, тогда тебе лучше не высовываться. И хотя бы притвори, что ты гордишься. Да расслабься и играй своим пулом из 3 героев. Снайпер, Лишрак и Зевс. Всего 100 золота, бро. Это был лучший TI. Снайпер, Лишрак и Зевс. Я думаю, мы лучше всего играем, когда знаем и согласны с тем, как нам нужно играть. Или есть конкретная концепция, по которой мы можем играть. Ну, вот раньше, например, было много аур. Или ходили все вместе и прочее. Но когда мы знаем, что именно нужно делать, тогда, я думаю, мы просто непобедимы. Поехали! Вторая игра! Gaming Gladiators против героек начинается! We talked about the Penitence tag team before, and it is online and causing massive issues. Ace just tanking through the wind run and the focus fire. He pops a stick. He's gonna win the trade. I mean, the Terrorize gets held. Can they kill Ace? They And Ace still kill haven't them? committed the Doom. He And turns Ace back kill at the them? 3 hero stomp, the Eclipse. The Doom comes out onto Duraccio, which is great, but Divine Llama, he's just getting shredded. They still haven't killed the Centaur. Double Hurricane pulls back the Wind Ranger, and K1 dies to the Цель creeps. достигнута. Это было сильно. Гладиаторы одерживают верх в этой серии. Они смогли победить, когда им это было очень нужно. Хватит ли этого, чтобы пройти в следующий этап, нам предстоит узнать далее, поскольку их судьба, к сожалению, не в их собственных руках. Им нужно, чтобы Team Spirit проиграли 0-2 против OG. И они как раз сейчас смотрят на результаты. У Spirit очень близкая игра с OG. Обе игры близкие. Spirit, скорее всего, возьмут эту игру. Но нам нужно, чтобы победили OG. Если Spirit выигрывают, мы вылетаем. Мы выиграли первую. Да, мы вылетели. Это конец? Похоже на то.
Я считаю, что мы сыграли плохо. Некоторые вещи, которые мы делали неправильно в течение длительного периода времени, дали о себе знать. А потом в Бирмингеме нас просто наказали, потому что мы, вероятно, не работали настолько усердно, как мы делали раньше. Это как Квин, когда он играл переигровки. Ты смотришь на других и ничего не можешь сделать. Да ладно, все нормально. Мы сами виноваты, что вылетели. Если бы мы не вылетели сейчас, то это бы была просто удача. Мы не должны были проходить дальше. Вот чего я не понимаю. Честно говоря, первые 4 игры мы просто очень сильно облажались. Ну а потом просто слишком много игр. Так что да, я считаю, это было необходимо. Все были очень расстроены таким дерьмовым результатом. Мы просто вылетели с турнира и все. Мы много об этом говорили и пришли к выводу, что люди слишком сильно расслабились. Другие приоритеты отвлекаются на прочие вещи вне игры. У нас скоро закончится время. Понятно, походу нас поимели на обоих фронтах. Ну ладно, будем пытаться тащить. А мы типа на последнем месте или что? Да, мы худшая команда на турнире. И что нам с этим делать? Это ужасно. Настроение было очень плохим. Было обидно. Я не думаю, что мы злились друг на друга. Я думаю, что все просто согласились с тем, что мы сейчас не самая лучшая команда и играем очень плохо. И мы не заслуживали победы. Все снова хотят собраться и приступить к работе. Мы проиграли, у нас были ошибки, не было какого-то общего понимания. А потом мы начали что-то мудрить. Так что да, я думаю, это было необходимо. Мы заняли 5-е место, потом 6-е, а теперь даже не прошли и заняли последнее место. Нам нужно что-то с этим делать, но вот вопрос что? Я также пытался зажечь огонь в команде, чтобы было больше мотивации играть в паблике, полностью сосредоточиться на том, чтобы вернуться в форму, чтобы люди захотели добиться большего. Мы классно провели время. Я с нетерпением жду турниров и встречи с командой, а также с организацией. Да и со всеми. Раньше я был в командах, где такого нет. Просто интересно находиться среди этих людей, понимаете? У нас все любят спорт, поэтому мы можем во что-то поиграть на улице. Мы вместе занимаемся спортом, вместе ходим в спортзал. Мы очень хорошие друзья. Так что это лучшая часть команды. Групповой этап PGL Валахия. Secret против Gaming Gladiators. Going down. The rest of Secret, they're just having to completely scramble back to base. But it's a fantastic chrono from Durachi, though. Catches them on the tip, both Puppy and Crystallis. Антон запрыгнул и дал огромное хроно. Большое, толстое хроно. Seems out of the question because Duracio's got a chrono and he's ready to use it. He's going to go straight in on top of the 3 of them. In fact, with a 4 with Boom TPing it over towards it. It's a beautiful jump, a beautiful chrono from Duracio as he forces the Secret back towards the base. They've killed off the 3 of them. GG is called as Gaming Gladiators will take this game 1. Больше практики поражений. Мы тренировались. Тренировались ради чего? Да нет, мы правда много тренились. Мы хорошо сыграли, успокойтесь. Я забрал крипов, побегал, мои тиммейты затанковали ганг, так что все должно быть ок. Это было весело. Мы действительно хорошие друзья в команде, но я думаю, что можно быть командой, не будучи по-настоящему хорошими друзьями. Но я не уверен, сработает ли это для меня или для нас в целом. Бывают трудные времена, когда нужно просто высказать все друг другу и чтобы каждый прилагал побольше усилий. Но вы всегда вместе. Вы все время вместе. Это неплохо. Даже если брать доту во внимание, приятно быть частью чего-то, что работает над достижением цели и когда все стремятся к этой цели.
И мы вместе к этому идем. И я думаю, что сам процесс — это уже круто. И я искренне считаю, что добиться такого в конкурентном секторе не так уж и легко. И то, что мы делаем это с группой людей, которые работают над одной целью и поддерживают друг друга, это классно. И это огромная привилегия. Я больше общаюсь с тиммейтами, чем с семьей. Так что если бы мы не были друзьями и нам было бы скучно, тогда я не знаю, как долго бы мы смогли играть вместе. Наверное, поэтому мы все еще вместе. Потому что мы друзья. Я думаю, что лучшая часть этой команды в том, что мне нравится играть. Именно с этими ребятами. Ведь мы много практикуемся и говорим всякие дурацкие шутки там. И именно поэтому мне нравится моя команда. Мы, бывает, спорим друг с другом. Но это не похоже на крупные ссоры. Я имею в виду, что они всегда будут происходить, когда ты играешь в команде, потому что у вас всегда будут разные взгляды на какие-то вещи. И вам нужно будет об этом поговорить. И в конце обязательно все решить. Мы сейчас более честны сами с собой, чем были в начале года. И мы учимся на своих ошибках. Так что, надеюсь, мы сможем продолжать работать как друзья. У нас впервые матч-реванш между этими командами. Правда, что на самом деле удивительно, что у них уже есть какой-то опыт. As well as Ace and Dyrachyo don't have a lot of life to work with, but there's the waiting rift forward. They get the kill once more. But Kaz starting to put the damage out there. Queen ends up falling. Dyrachyo might be next. Ace is here to try and help him. There's the Infest. Able to get the game and will. Boom! With an upset over Gaming Gladiators. Только никаких стрессовых коммуникаций. Меня не волнует, насколько будет сложная игра. Просто не стрессуйте. Если у вас будет напряженное общение, вы просто проиграете. Потому что тогда люди нерациональны. Тогда люди играют не так хорошо, насколько они могут. For game number 2. The shards, Supernova never comes out, but Thunder God's Wrath multiple times, and now they look over at the Axe. They'll get the kill on Ace. They'll look for Tofu. Focus the throw, and the Bushwhack is through, but he'll pop that ult. Dyrachyo in trouble. Great vacuum. Dyrachyo Quinn die. GG is called. Boom Esports upset Gaming Gladiators with a 2-0 victory. I want to perform. Earlier on, like there has to be some tempo ways to heroes up too low or something, but Я определенно думаю, что мы снова будем лучшими. Мы будем снова на вершине. Ведь нам это под силу. Как я уже сказал ранее, нам нужно больше тренироваться. Нам нужно понять, что происходит внутри команды. И я очень надеюсь, что все поймут, что нельзя просто быть лучшим и не ставить при этом доту своим главным приоритетом. Вы должны думать о доте. Вы должны мечтать о ней каждый день. Просыпаться с новыми идеями об игре, потому что вам снилась дота. Если вы этого не сделаете, то вы не станете лучшим. Это работа. Но мы вместе сидим в Дискорде и вне работы. Мы вместе играем в игры, просто проводим много времени вместе. Больше, чем многие люди со своими семьями. И я просто рад, что у нас все так хорошо получается и что все так хорошо ладят. Когда мы едем на турниры, я очень жду этой возможности. Потому что мы сидим большую часть дня в отеле и просто проводим время вместе. С ними всегда весело. Давайте продолжать двигаться к этому. Этот год пока не лучший, но и не такой уж и плохой. У нас все в порядке. Прошлый турнир был просто худшим, так что хуже уже быть не может. Не стоит об этом думать. Надеюсь, теперь мы сможем начать двигаться вперед к нашей цели. Мы хотим быть стабильными, всегда показывать хорошую игру и быть на вершине меты. Что заставляет людей побеждать в доте, так это упорный труд и правильные идеи. И когда у вас все это щелкает, в этом есть доля удачи, но я думаю, что это вполне возможно. Вопрос лишь в том, сделаем ли мы все в конечном итоге, что можем, и все, что от нас зависит. И, возможно, в будущем мы поймем, что делаем что-то не так, или что нам нужно что-то изменить. Ну или что-то в этом роде. Как много они для меня значат? Я не знаю, вы, ребята, мои друзья, и я вас очень люблю. Ну, может, не всегда, но мне нравится с вами играть. Послание команде. Наверное, спасибо, что достали меня со дна.
Знаете, я бы, наверное... Я собирался уйти из игры до того, как присоединился к этой команде. Если бы я не попал в эту команду, то... Я не знаю. Это единственная команда, которая сделала мне предложение в том году. В то время я выбирал между пойти сюда или забить. Быть вместе с ребятами... Это всегда прикольно. А когда я дома, мне всегда не хватает общения с тиммейтами. Это означает, что мы на самом деле не просто тиммейты, мы как вторая семья. Так что я очень благодарен за это. Я просто рад, что у нас все так хорошо получилось. Что все так хорошо ладят друг с другом. Мое послание команде... Я не думаю, что я бы на самом деле... Я бы задумался над тем, продолжать ли играть профессионально, если бы я больше не был здесь. Потому что я был в очень многих командах, и я не хочу в другую. Я не вижу себя в другой команде. Это лучшая команда в мире. Это очень редко бывает, что ты попадаешь в такой коллектив. Мне правда повезло с этим, и я это очень ценю.